Привет, друзья! Сегодня завершительная финальная часть моего эксперимента по сыровялению. Вялил я колбасу и так называемый хамон, то есть окорочок. Мясо было вьетнамских поросят, так как я их держу, и смысла покупать какое-то другое у меня не было. Значит, колбаса получилась вот такая. Колбаса по рецепту, значит, 25 грамм нитритной соли на килограмм мяса. Ну и специи там по вкусу, где-то в пределах пол чайной ложки на килограмм перца черного, ну либо красного, немного мускатного ореха, буквально треть чайной ложки, даже меньше. Чеснока где-то в пределах пол чайной ложки сухого. Ну и все, наверное. Ну, можно еще по вкусу что-нибудь добавить. Ну, особо много специй не надо. Все это перемешивается и подвешивается. Значит, такая вот колбаска у меня получилась. Рецепт я уже сказал. Да, срок этих продуктов выдержки составил полгода. И вот такой вот у меня получился хамон. Выглядит он не очень привлекательно, потому что весь как бы высох, сверху обветрился. Вот так он выглядит. Но сейчас я его срежу, все покажу, как это выглядит. Также выдержка в тот же день я делал, что и колбасу, полгода выдержки. Ну а хамон просто засыпается солью, 10 дней выдерживается в своем соку в соли, потом подвешивается. И в принципе все. Где я держал эти продукты? У меня есть подвал в моем доме, и если кому интересно, в принципе, есть видео на моем канале про мой каркасный дом, как я его построил и так далее. Там есть в ролике, я рассказываю про подвал. Вот в этом подвале с ноября где-то до марта, до середины, наверное, марта висело мясо. Там температура, в общем-то, составляет в среднем от 0 до плюс 2 градусов, ну, то есть как в холодильнике. Мясо висело, вентиляция у меня там, естественно, не принудительно, но с ним ничего не произошло, как и с колбасой, никакой плесени не появилось. То есть, в принципе, влажность не очень большая. Вот. И где-то в середине марта, как только минус перестал, ну, температура стала положительная, я вывесил это все на веранду в своем доме. И на веранде оно вот висело еще буквально, ну, 1,5-2 месяца, уж точно не помню все цифры и даты. Вот. Ну, что из этого вышло, мы сегодня сейчас порежем, посмотрим и попробуем. Ну что, давайте сначала глянем колбаску. Ну, как видите, вот такая довольно хорошенькая структура, она слышно абсолютно деревянная, то есть высохла очень хорошо. Да, сало я добавлял в районе 20%, так как мясо было немножко жирное, но больше не стоит. Сало добавлял кубиками к мясу. Ну, режется как настоящая сыровяленая колбаса. Ну, сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Выглядит это вот так. Мне кажется, на вид и цвет удачно. Очень даже удачно. Оболочку я использовал коллагеновую. Вот. Сейчас будем пробовать. Колбаска, естественно, получилась немножко более жирная, чем мясо, потому что там добавлено сало, ну и само мясо жирненькое. На вкус она, естественно, тоже немножко отличается. Хорошо пахнет. Ну, вот именно этим вот запахом сыровяления. Не знаю, как это назвать, передать. Вкус раскрывается уже когда ты его разжевал и практически глотнул. Очень вкусно. Дальше будем дегустировать хамон
друзья. Ну, нет у меня специальная нарезка, конечно, под хамон делается такая приспособление. У меня его, естественно, нету. Сейчас мы немножко срежем вот это вот, как бы, соль. Это все и на настоящем хамоне. Ну, как на настоящем. Испанцы считают, что только у них настоящий хамон. Но на самом деле это ведь не так. Я думаю, что у нас он получится не хуже. Конечно, нарезать так тонко, как нужно, я, наверное, не смогу. К сожалению. Хотелось бы мне так сделать. Нарезается вообще-то до прозрачности. Ну, вот так это приблизительно выглядит. Тонко нарезать у меня не получится. Вот так. Тонко нарезать у меня не получается до прозрачности, потому что и нож не такой острый, и держать как-то надо мясо, в чем-то зафиксировать. Сейчас попробуем на вкус, как оно. Нарезается, в общем, как я уже сказал, тонкими слайсами. Совсем тонко у меня не получается нарезать, но выдержка полгода, мясо мягенькое. На самом деле я боялся, что будет очень соленое, но нет. Оно в меру соленое, очень нежное. Блин, не могу остановиться, извините. С ума сойти. Вкуснятина получилась на самом деле, ребят. В общем-то, ничего сложного. Полгода выдержки. Конечно, для такой небольшой ноги полгода. А побольше, наверное, держать придется подольше. Ну и колбаска. Мясу по 5-бальной шкале, хамону, я, наверное, поставлю 5. Мне очень понравилось. Созрело. Вообще шикарно. Колбаски. Она жирнее. Тоже созрела, очень легко жуется. 4. По 5-бальной шкале поставлю 4. Ну все, ребят. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.